Привет! Сегодня у меня на обзоре еще одна пара бюджетных наушников-вкладышей, и на сей раз речь пойдет о Redmi Buds 4 Lite. И вот если бы меня попросили очень кратко охарактеризовать эти наушники, то я бы назвал только три слова. Просто, доступно и качественно. Именно так данный обзор и называется. Нет, эти наушники отнюдь не для искушенного пользователя, а скорее наоборот. Данная модель создана быть популярной в сегменте именно бюджетных устройств. Лаконичный дизайн всех элементов и набирающий популярность формат AirPods 3, сменивших классические чаши вкладышных звуководов на эдакий симбиоз овальных внутриканалок, только без использования насадок. Кому-то такой формат заходит хорошо, а кому-то с ним не очень удобно. В любом случае, производитель очень постарался сделать дешево и качественно, и, признаюсь честно, ему это удалось. В комплекте мы имеем приятный зарядный чехол с открытием по типу пудреницы, пару наушников и коротенький кабель для зарядки. У меня на руках версия глобальная, так что мультиязычная инструкция с русским языком также имеется в наличии. К слову, немного о доступности. Я купил эти наушники на Озоне, чтобы не ждать доставки из Китая. Плюсом ко всему купил дешевле Алиэкспресса. Но будьте внимательны, подделки этих наушников уже имеются. На оригинальных коробках есть голограмма с уникальным кодом продукта, так что при необходимости можно проверить. Что же касается качества сборки, то тут все отлично. Крышка кейса хоть и имеет один слой пластика без проставок, но закреплена надежно, без характерных люфтов. Здесь даже пружинный доводчик в петлю воткнули, так что болтаться и мешать изъятию наушников крышка не будет. При всем при этом наушники определяются смартфоном по Google Fast Pair, как только открываешь футляр. При всех последующих подключениях анимации не будет, за исключением разве что родных смартфонов производителя, но само сопряжение зашито на открытие крышки, и это очень хорошо. Связь обеспечивает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Сам кейс легкий и компактный, pocket-friendly воплоти. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 320 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 35. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. Единственный элемент, что здесь имеется, это LED-индикатор на передней стороне. Однако никакой информации об его статусах нет ни в инструкции, ни на коробке. И в силу того, что в фирменном приложении эти наушники отсутствуют, ровно как и отсутствуют они в кастомном Mi Buds M8, узнать количество оставшегося заряда никак не получится. Единственное, что можно узнать из инструкции, это то, что время зарядки наушников от кейса и самого кейса по проводу не превышает 1,5 часов. Сама гарнитура по внешнему виду также весьма минималистична. Основной пластик глянцевый с использованием матовых вставок на внешних сторонах ножек. Визуально, по размерам и по ощущениям перед нами примерная копия третьих яблочных наушников. По посадке они максимально к ним приближены, однако AirPods сидят все же приятнее. Мои сравнительные измерения также показали большое сходство. Что же касается управления функциями, то в силу отсутствия поддержки приложением здесь все зашито на постоянку. Двойное касание на обоих наушниках отвечает за плей-паузу. То же действие во время звонка позволит ответить на вызов или завершить разговор. Тройной этап отвечает за перемотку трека вперед, причем на каждом наушнике. Таким образом, переключить трек назад с наушников никак не получится, ровно как и регулировать громкость. Еще один жест одновременного удержания сенсоров на обоих наушниках отвечает за переключение между игровым и музыкальным режимами. Ну и на этом как бы все управление заканчивается. Датчики автопаузы при такой-то стоимости, разумеется, здесь отсутствуют. Если же говорить непосредственно по звуку, то на свои деньги он здесь весьма годный. Аппаратно по этой части здесь отрабатывают динамики по 12 мм, а передача звука обеспечивает единственный доступный аудиокодек SBC. Наушники умеют выдавать низкие частоты и справляются с этим без хрипов и перегрузов даже на максимальной громкости, хотя последней тут не так уж и много. Середина никуда не провалена и хорошо различима на фоне всей частотной картины. Верха они задраны и обеспечивают необходимую внятность. В целом звучание приятное, но без каких-то ярких акцентов. Единственный момент, как я говорил, это максимальный уровень громкости. Как по мне, ее здесь впритык. Запаса почти нет. Xiaomi, как обычно, пекутся о нашем здоровье и ограничивает этот параметр. Возможно, кому-то и такого будет вполне достаточно, однако я слушал музыку на максималках и убавить мне ни разу не хотелось. Как всегда, свой тест автономности я проводил на 100% уровне в подтоковом сервисе. Кодек здесь единственный, так что особо здесь и выбирать и отключать нечего. Мой результат составил 4 часа и 48 минут на одном заряде. В
вполне неплохо для таких малышей, но вот громкости хотелось бы все-таки побольше. Что же касается игрового режима, то по результатам моих замеров на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile получилась весьма стандартная картина по задержке в интервале от 120 до 200 миллисекунд. При этом просмотр онлайн-контента происходит без слышимых отставаний даже без активации игрового режима. Ну и теперь после всего вышеизложенного я предлагаю послушать, как отрабатывают здесь встроенные микрофоны. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках Redmi Buds 4 Lite. И сейчас нахожусь на станции. Довольно спокойная погода, практически ветра нет, но нагрузка уже подъезжает. Собственно, вот подъезжает электричка. И мы будем слушать, как отрабатывают микрофоны в таком сценарии использования. Вот она уже подъехала, шумит очень сильно. Ну и слушаем работу шумодавов в этих наушниках, как они отрабатывают, как справляются с данной нагрузочкой. Ну что ж, друзья, у нас на очереди второй тест. Это автомобильное тестирование, наушники Redmi Buds 4 Lite. Вот таким вот образом их микрофоны звучат в закрытом автомобиле, то есть окна у меня сейчас закрыты. И, собственно, по традиции я открываю их с двух сторон, запуская тем самым порывы ветра и, собственно, шум, окружающий от дороги, от шоссе, от проезжающих мимо автомобилей. Скорость у меня сейчас порядка 80 км в час, Ярославское шоссе. Ну и вот как-то так примерно отрабатывают здесь микрофоны при вот такой вот сильной нагрузке. Друзья, ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Redmi Buds 4 Lite. Я сейчас нахожусь в помещении, в комнате. Комната не подготовленная. Здесь есть реверберация от стен. Это, в принципе, наверное, будет слышно при записи, когда вы будете слышать этот тест. Но в целом можно примерно прикинуть, как в таком сценарии отрабатывают здесь микрофоны. У меня в комнате ничего не шумит, только эхо есть от стены и все. Так что в целом мне понравилось, как отрабатывают здесь микрофоны. Немножко они режут низкие частоты, но зато при этом тебя собеседник слышит. Понятно, что нагрузка приличная была в тестах. Тем не менее, можно было разобрать, что я там говорю. И это хорошо. Не всегда так бывает. Поэтому за эти деньги, за которые эти наушники продают, я думаю, здесь микрофоны очень даже достойные. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что учитывая цену в плюс-минус 20 баксов или 1500 рублей, наушники получились интересными. Но сам интерес здесь заключается не в одной лишь цене. Главная фишка данной модели — это доступность на местных рынках, ведь это вкладыши от известного и многими любимого бренда, которые не придется ждать из Китая. Их можно купить на каждом углу, они практичные и удобны для повседнева, но и стоят по сути недорого. Таким образом, какими бы простыми они ни были по функциональности, я более чем уверен, что они станут абсолютным хитом в бюджетном вкладышном сегменте. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и увидимся в следующих моих обзорах. Пока-пока.